Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. В этом видео я предлагаю ответить на извечный вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Не просто ответить на этот вопрос, но и показать эту жизнь. И ответить на вопрос, а возможно ли эта жизнь на Марсе даже сейчас в таких жестких условиях. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, что в недавнем прошлом науке было неизвестно, есть ли жизнь на Марсе или нет ли жизни на Марсе. Но сегодняшние новые исследования показывают, что жизнь на Марсе не только была, но и есть условия для этой жизни. Да, она, конечно, немножко чуть другая, как на нашей Земле, на поверхности, но все-таки эта жизнь зафиксированы все условия для этой жизни. Я предлагаю вам в этом видео это все показать, а вы согласитесь со мной или нет, уже смотрите видео и отвечайте на этот вопрос. А почему нам интересен именно Марс? Все вы знаете легенду про 3-9 земель. Как я показывал в предыдущих своих видео, они все есть в конце в описании под видео, в конечных заставках к видео, переходите, смотрите. Наша система легендарные 27 земель, то есть она построена по принципу пирамиды, где вверху солнышко, ну а дальше пошли планеты. Так вот, так называемый пояс жизни, это как раз наша Земля, Марс, он же Арей, откуда арийцы, и пятая планета. Но, как я показывал в предыдущих видео, по легендам, пятая планета погибла, как и Марс, в предыдущей глобальной катастрофе. Все ссылки есть в конце видео, в конечных заставках, перейдите, посмотрите, кто не видел. Но этот пояс жизни, он как был поясом жизни, так и остался. То есть раньше на Марсе была возможна обычная жизнь. До того, как Марс потерял, конечно, большую часть своей атмосферы. Это есть в легендах, мифах и легендарные арийцы. На Земле наши уже называются арийцы. То есть именно выходцы с Марса. Именно поэтому интересно, осталась ли там какая-нибудь жизнь. Да, она осталась, но и остались и следы прошлой жизни. Опять же, если посмотреть даже данные науки, еще известные давным-давно, то атмосфера Марса содержит много СО2. То есть, что такое СО2? Это продукты горения. Но горение кого? Живых организмов. Вся наша жизнь на Земле построена на углероде. И животные, растения, сам человек – это углерод. То есть, если бы произошла глобальная катастрофа, то, к сожалению, в атмосфере остались бы следы горения этих живых форм жизни. То есть, углеродистая жизнь на Марсе была, но сейчас на Марсе тоже наблюдается жизнь, и она зафиксирована, я хочу вам ее показать. Почему же наука не трубит об этом во все колокола? Ну, во-первых, она показывает данные своих исследований, но не сводит это воедино. А вот я вам предлагаю показать данные этих исследований, показать саму эту жизнь зафиксированную, ну и показать, что она возможна. Ну а теперь приступаем к рассмотрению вопросов по сути. Потому что, как сообщает Mars Daily, результаты обработки и анализ больших массивов информации, полученные с помощью камеры сверхвысокого разрешения одного из зондов, который работает на орбите Марса, подтверждают. Я читаю просто выдержку из статьи. Все ссылки, как всегда, в описании под видео. Наличие на Марсе объектов неясной и труднообъяснимой морфологии. И, во-вторых, большого количества образований с высоким содержанием железа, магния и алюминия. То есть вот эти фотографии, как бы компиляция этих фотографий, которые показывают, что на Марсе есть какие-то, неясная морфология это названа, какие-то, по-нашему, растения. То есть, может, это, конечно, не сами деревья. Конечно, опять же, любая жизнь на Марсе должна иметь невысокий рост. Я всегда это говорил, если давление небольшое, и магнитосфера слабая, то рост будет небольшим, в том числе и у растений. Но вот что пишет наука. Шокирующие иной раз снимки, которые присылает этот зонд, исследующий Марс, и благодаря этой камере высокого разрешения, потому что даже рассматривая со стороны, кажется, что среди дюн посажены деревья, и если уж не лес, то скопление гигантских лишайников или плесени, то есть жизнь. Да, растительная жизнь, но жизнь. Обратите внимание на отечественную инновацию синтезит. Это не просто железо, это результат серьезной научной работы российских исследователей. Вот, например, кровь мужчины до приема синтезита. Эритроциты слипшиеся, нарушен перенос кислорода. Именно это часто становится причиной хронической усталости, заболеваний сердца и сосудов. А теперь его кровь уже через час после приема синтезита.
эритроциты в норме, кровь свободно несет кислород ко всем органам. Это помогает восстановить энергию, улучшить самочувствие и снизить риски инсульта и инфаркта. Не случайно врачи и тренеры именитых спортсменов рекомендуют синтезит. И вы можете найти сотни отзывов обычных людей, которые ощутили разницу. И, кстати, отзывы подтверждены множеством научных исследований, что вообще очень большая редкость для производителей таких добавок. Ссылка на сайт производителя из соцсети в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Успейте, пока действует акция. Опять же, вот эти снимочки, мы их видим. И да, действительно, со стороны это похоже на жизнь. Конечно, наука официально пока этого не признает, потому что, признай наука наличие следов жизни на Марсе, даже простейших, это, мягко говоря, просто разрушит всю существующую научную парадигму. То есть до этого утверждалось, что жизни как бы быть не может, а тут мы ее нашли. И так, если мы ошибались в этом, значит мы можем ошибаться во всех других вопросах. То есть признание жизни на Марсе вызовет массу вопросов и к другим сферам науки. А все ли так, как нам это пытаются преподнести? Фотографий таких множество, вот вы их наблюдаете, как говорится, прямо у себя на экране. Но в чем вопрос? Понимаете, такое ощущение, что как бы ручейки стекают. Нам же говорят, что на Марсе нет жидкой воды. То есть подобные ручейки возможно объяснить только с точки зрения биологической жизни. То есть что-то разрастается. Соответственно, у Марса есть, как и у Земли, и лето, и зима. Да, условия жесткие, но я вам сейчас покажу, почему жизнь возможна. Потому что исследований по Марсу было проведено множество, как и подобных фотографий. Обратите внимание, вот эти объекты отбрасывают тени. Причем тени такие, не маленькие. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки они возвышаются над поверхностью и все-таки могут быть чем-то же наподобие биологической жизни. Почему эти снимки названы объекты неясной морфологии? Да, все-таки посмотрите сами. Похоже это, пускай даже не на деревья, а кустарники такие небольшие, мхи или шайники, то есть что-то наподобие. Почему наподобие? Понятно, что условия жесткие, и жизнь, конечно, на поверхности сейчас уже специфическая. На основе углерода или нет, вопрос открыт. Но подобные снимки показывают, что это не просто геология, обратите внимание. Я же говорю, обратите внимание на эти как бы ручейки. Они же утверждают, что Марс сухая планета. А откуда ручейки? То есть они могут быть образованы, как корни такие растений, как бы, которые распространяются дальше. Видите, вот эти ручейки. То есть, но юмор в том, что эти объекты неясной морфологии могут там существовать. И наука это сама подтверждает. То есть наука подтверждает, что на Марсе возможна жизнь. Пока опосредованно. Почему? Основа жизни на Земле что? Кроме углерода. Вода. Нам раньше говорили, Марс сухая планета, там вся вода испарилась, там все дела. Но проведенные исследования, опять же НАСА, обнаружили на Марсе огромные запасы воды. Началось, как говорится. Причем на экваторе планеты. То есть не только на полюсах, но на экваторе. Где наличие массивных ледников не предполагалось. То есть вода есть. Кто-то скажет, она в ледниках. Есть же лето, есть зима. Понимаете, в чем дело? И опять же, слушаем дальше, что они там наисследовали. Исследователи НАСА, опять же, с помощью вот этого спутника вот этого марсианского, или зонда, который исследует Марс с высоты, обнаружили, что температура атмосферы Марса регулярно поднимается и опускается не 1, а 2 раза в сутки. Ученые полагают, что ключом к разгадке марсианских тепловых колебаний являются облака, льдинок и водяного пара. Внимание, не просто льдинок, но и водяной пар. То есть вода не только в ледниках, не только на поверхности, но и в атмосфере. Вот что заявляет один из ученых. Мы думаем о Марсе как о холодном и сухом мире с очень небольшим количеством воды. Но на самом деле водяных паров в атмосфере Марса больше, чем в верхних слоях атмосферы Земли, сказал один из ученых. Теперь мы знаем, что мы должны присмотреться к водно-ледяным облакам, если хотим понять, как устроена марсианская атмосфера. То есть они признаются, что мы ничего не знаем. Но и вода есть не только в ледниках, но она есть жидкая. Причем в атмосфере. То есть, возможно, что-то наподобие дождей, да, которые могут выпадать, опять же, летом, когда температура там относительно высокая. Но, кроме такой воды, обнаружена жидкая вода.
Опять же, вот одна из исследований. Они прямо пишут. Найденная на Марсе вода может служить основой уникальной жизни. НАСА подтвердила наличие воды на Марсе. Это незамерзающий коктейль, который появляется на поверхности в теплый сезон и может поддерживать уникальные типы живых организмов. То есть я читаю не свои придумки, я читаю просто выдержки статей. Кстати, ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, она откроется, увидите эти статьи. Перейдите, сами почитайте. То есть уникальные живые организмы могут поддерживаться жидкой водой, которая есть на поверхности Марса. То есть, опять же, эти новые данные благодаря вот этому зонду, что на орбите Марса летает. То есть он убедительно доказывает факт наличия жидкой воды на поверхности Марса. То есть одно из условий жизни сохранено — жидкая вода. Вот эти темные полосы представлены, сделанные зондом и идентифицированы как жидкая вода, которая течет ручьями по склонам кратера Хейл. То есть ученые обнаружили на склонах кратера гидратированные соли, которые доказывают, что темные полосы действительно являются водой. То есть вот эта фотография, одна из них доказывает наличие жидкой воды на поверхности Марса. Ну, а какие там условия на Марсе? Ну, во-первых, Марс — это то же самое, что и Земля, то есть там есть и лето, и зима, причем период оборота Марса вокруг Солнца он больше, в районе 600 дней, там ближе к 700, то есть там лето длиннее, ну и зима, понятно, длиннее. То есть температура от 140 до плюс 30. Ну, минус 140 многовато, конечно, но все-таки максимальная температура плюс 30, она идеальна для жизни. То есть летом, в принципе, создаются условия идеальные для жизни растений. Почему нет? А вот ответ, как это происходит. То есть, опять же, исследования. На Марсе впервые обнаружена не только жидкая вода, но и перхлораты, которые в будущем могут пригодиться марсианским колонистам в качестве минерального сырья. Опять же, что нужно для роста растений? Вода, но и минералы. Причем желательно минералы растворенные. Вот они и растворены в этой жидкой воде на Марсе. Причем некоторые перхлораты способны поддерживать воду в жидком виде даже при очень низких температурах, вплоть до минус 70 градусов по Цельсию. Обратите внимание на это их исследование. Вот опять же, это жидкая вода на других склонах, она там текет, но она насыщена минералами. А что такое насыщение минералами? То есть минералы — это и есть основа роста растений, плюс вода, ну, плюс солнечный свет, как говорится. То есть все условия для роста растительности на Марсе есть. И то, что эта растительность выживает при сверхнизких температурах, обеспечивается как раз насыщенной водой, которая насыщена вот этими солями. Теперь известно, что под поверхностью Марса существуют водонасыщенные пласты, которые могут стать прибежищем для живых организмов. То есть на поверхности они еще не признают, а вот под поверхностью, говорит, ну там еще больше вероятности, что там есть живые организмы. Это организмы, конечно, должны обладать рядом уникальных свойств, например, способностью усваивать насыщенную солями воду. То есть понятно, что они чуть другие, чем на Земле, понятно, что они там выживают при очень низких температурах в основном, но то есть у них длинное лето, они могут прекрасно себя чувствовать, грубо говоря, при температурах вплоть до минус 70. Ну, грубо говоря, на зиму они там, может, засыпают, а как приходит весна, то есть температура становится выше минус 70, они начинают свою жизнь, так называемую. И то, что мы видели на снимках выше, это подтверждает, что жизнь фактически есть, и она возможна на поверхности даже Марса, не то, что под поверхностью. Еще одно исследование, которое опять же подтверждает наличие жизни и следов ее жизнедеятельности. Команда НАСА и университетских ученых нашла огромное количество метана в атмосфере Марса, что указывает на то, что планета еще жива. Ну, они, конечно, там добавляют, что не только в биологическом, но и геологическом смысле. То есть это могут быть какие-то геологические процессы, но, опять же, метан выделяют и определенные живые организмы. Об этом тоже мы знаем прекрасно. И ученые знают. Так что разгаданы загадки Марса. Можно ли утверждать, что жизнь на Марсе не только была, но и есть? Да, Марс содержит огромное количество загадок, но хотелось бы услышать ваше мнение в комментариях. Можем ли мы делать вывод, что не только условия для жизни на Марсе есть, но и сама жизнь на Марсе все-таки существует. И доказывает это, да, исследования современной науки, которая пока боится это признать. Ну, ничего страшного, пускай исследуют дальше. Мы тоже будем им помогать, обращая внимание на их достижения.
А ваше мнение напишите в комментариях. Все ссылки на использованные материалы, на предыдущие ролики, где мы изучали там, как погибла жизнь на Марсе, куда там делись марсиане, куда делась пятая планета, где эти наши 27 земель, почему это уже подтверждено. Можете смотреть, все ссылки будут в описании под видео. Нажмите кнопку «Ищу», оно откроется, или в конечных заставках к видео тоже будут эти ролики. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.